Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня хочу поговорить о домашней безопасности, а именно датчиках утечки газа, дыма и воды от компании Xiaomi. Считаю, это очень важно иметь в любом доме или квартире, особенно если в семье есть дети. Датчик газа и дыма могут работать самостоятельно, издавая сигнал тревоги при обнаружении дыма или газа, а также работать в связке со шлюзом от Xiaomi, как и датчики протечки воды, которые только так работать и могут, высылая предупреждение на ваш телефон, где бы вы ни находились, а также применяя различные сценарии, заранее настроенные в приложении Mi Home. Всеми этими устройствами я уже пользуюсь 1,5 года и могу высказать свое мнение, а также плюсы и минусы. Начну я свой обзор с датчика обнаружения утечки газа Xiaomi Mi Honeywell Gas Alarm. Этот датчик, как и датчик дыма, разработаны совместно с американской компанией Honeywell, которая широко известна на рынках систем автоматизации и имеет многомиллиардную прибыль. Питается данный датчик от сети с помощью такого блока питания. И для этого есть некоторые причины, о которых я расскажу чуть позже. Корпус датчика имеет круглую форму, радиусом 8 см и глубиной 3 см. На лицевой стороне красуются логотипы компаний Mijia и Honeywell. Единственная кнопка управления снабжена индикатором состояния, у которого есть 3 значения. Если свет индикатора зеленый, все хорошо. Желтый есть предупреждение, красный тревога. С тыльной стороны имеется крепление на стену или потолок, к которому устройство монтируется легким поворотом. Под этой крышкой видны 4 разъема, которые можно использовать для автоматизации различных систем без применения сценариев в Mi Home. Первые 2 контакта No и COM, которые замыкаются в момент срабатывания сигнала тревоги. На них возникает напряжение 250 вольт при токе в 2 ампера. Их можно использовать, например, для подключения вытяжки, а также контакты T+ и T-, которые могут использоваться для подключения электромагнитного клапана, например, вот такого, или любого другого, работающего от напряжения в 12 вольт. При постоянной работе датчика от сети его потребление за месяц примерно 0,7 кВт, что очень немного. Хочу заметить, что датчик обнаруживает только утечку природного газа, то есть метана. Если вы используете газ в баллонах, а там, как правило, используют пропан, то этот датчик будет бесполезен, так как он его не обнаруживает. Имейте это в виду. Итак, давайте я покажу, как он работает. Я не буду тестировать его на стене, где он у меня расположен уже 1,5 года, так как для этого придется выпустить больше газа для его обнаружения датчика. Поэтому я размещу его непосредственно над конфоркой. Включу газ и посмотрим, через какое время он запустит тревогу. Срабатывание сирены не заставило себя долго ждать. Пищит он очень громко, так что его слышно в любой точке квартиры или дома. А если он интегрирован в систему умного дома, то вы получите еще и оповещение на ваш телефон. И если настроены какие-либо сценарии, они также будут выполнены. Стоит заметить, что датчик не показывает значение концентрации метана в воздухе, а только фиксирует его наличие. Когда этот параметр достигает предельно допустимой величины, включается сигнализация. Правильная установка датчика также имеет важное значение. У него есть верх и низ. Он должен быть расположен кнопкой вниз, а провод питания должен быть справа. А также не стоит забывать, что для отключения сирены датчика необходимо нажать кнопку на устройстве, а значит датчик должен быть в зоне досягаемости. Датчик газа такого типа нужно располагать на потолке или непосредственно под ним на расстоянии не более 30 см от него, а также на расстоянии от газовой плиты от 1 до 4 метров. Подключение датчика к Mi Home происходит очень легко, поэтому не буду акцентрировать на этом внимание. Если зайти в управление устройством, то здесь всего 2 вкладки: журнал и автоматизация. В журнале можно посмотреть всю историю срабатывания датчика, а во вкладке автоматизация можно настроить различные сценарии по принципу «если» и «затем». В настройках можно настроить воспроизведение сирены, также и на шлюзе, тайминг звукового сигнала, мало газа, немного газа или некоторое количество газа, а также проверка устройства, версия плагина, управление местами и так далее. Дальше рассмотрим датчик дыма от той же компании. Этот датчик уже питается от батареи типа CR123A, которая идет в комплекте. И скажу вам, что он уже работает 1,5 года на этой батарее без каких-либо проблем. На лицевой стороне он также имеет те же логотипы и кнопку со световым индикатором внизу. На тыльной стороне имеется также крепление к стене, под которой расположена сама батарейка. Для теста датчика буду использовать 4 спички. Вот видно, как он срабатывает, если поднести к нему потушенные спички. Датчик начинает по нарастающей пищать громко и пронзительно, точно так же, как и датчик газа. А также на телефон приходит оповещение о срабатывании. В
приложении Mi Home данный датчик имеет идентичное меню, как и у датчика газа, с точно такой же настройкой автоматизации и журнала. Располагать данный датчик можно где угодно, где вы считаете необходимым. Я расположил его на кухне рядом с датчиком газа. Что касается датчиков протечки воды, они намного меньше по размеру. Питаются от одной батарейки CR2032. Ее можно легко заменить, открутив заднюю крышку, которая имеет резиновую прокладку, что позволяет достичь полной герметизации устройства и обеспечивает его работу при полном погружении в воду. Датчики также до сих пор работают 1,5 года на родной батарейке из комплектации. Принцип срабатывания очень простой. Осуществляется путем замыкания вот этих двух контактов внизу устройства, которые можно регулировать по длине путем выкручивания или вкручивания их обратно. Данные датчики не имеют звуковой сигнализации, поэтому они могут работать только в связке с умным домом от Xiaomi. Интерфейс датчиков идентичен, журнал и автоматизация, все то же самое. Существуют всевозможные клапаны закрытия воды, которые также можно использовать для сценариев перекрытия воды в случае утечки. Все эти датчики работают в одной системе умного дома. В паре с клапанами можно полностью автоматизировать как перекрытие воды, так и трубы газа, вытяжку и любое количество других вариантов. По своему опыту хочу сказать, что за все 1,5 года использования этих датчиков они до сих пор работают без нареканий. Во всех устройствах, где используются батарейки, я их еще ни разу не менял. Когда были протечки воды, а у меня уже несколько раз это было, датчики вовремя предупредили и проблема была устранена. Что касается датчика дыма, слава богу, он у меня ни разу не срабатывал. Но по тесту мы видим, что он до сих пор стоит на страже и я спокоен. А вот датчик утечки газа иногда начинает пищать, когда на плите идет обильная готовка еды на нескольких комфортках. Почему это происходит, не пойму. Вроде газ сгорает. Да и дым особо не поднимается. Иначе сработал бы датчик дыма, а так только пар. Странно, датчик газа срабатывает на пар, или может быть он реагирует на повышение температуры, но о таких функциях в его характеристиках я не встречал. В общем, если у кого есть мысли по этому поводу или встречался с подобным, прошу в комментарии, буду рад обсудить. На этом все. Надеюсь, информация была полезна для вас. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч.